Привет всем! Сегодня в ролике я покажу, как сделать своими руками корону для принцессы и также научу вас крепить ее на ободок. Подобную корону я уже делала ранее с другими материалами. Если вам будет интересно, ссылку на нее я оставлю в описании. Приступаем к сборке короны. Для начала берем два отрезка проволоки по 40 см длиной. Перекручиваем их несколько раз, отделяем друг от друга и на нижнюю нанизываем матовую крупную бусину зеленого цвета, затем граненую и снова матовую. Теперь на другую проволоку нанизываем элементы в следующей повторяющейся очередности: два бисера зеленоватого оттенка и граненая бусина. Как показано на видео, проволоку я сгибаю посередине, формируя зубец короны. Всего на этой проволоке у меня получилось 14 бисеринок и 6 граненых бусин. Закрепляем наш зубец путем обматывания к основной проволоке и продолжаем делать еще 4 таких же зубца с такими же материалами. На последнем зубце сгибаем проволоку с нанизанными элементами, чтобы они с нее не убежали. Разворачиваем и сгибаем основную проволоку, придавая круглую форму короны. Далее правый кончик проволоки проводим в крупную бусину с левой стороны, а левый кончик проволоки в бусину с правой стороны. Крепко затягиваем проволоки и тут же их приматываем к основе с двух сторон. После чего лишнюю проволоку откусываем бокорезами. Оставшиеся проволоки с материалами нам нужно закрепить в одном месте, между двумя крупными матовыми бусинами. Два раза обматываем сначала один конец проволоки и то же самое делаем с другим. Последний зубец я закрепляю очень крепко с помощью круглогубцев и также убираю оставшуюся проволоку. Предварительно на проволоку 20 см длиной я нанизала бисеринку, согнула проволоку пополам и уже на две проволоки нанизала блестящую бусину. Теперь это все я закрепляю на изгибе проволоки у самого верха зубца. Обматываю проволокой с левой и с правой сторон и также под основанием бусины, чтобы все у нас крепко держалось. Начинаю заполнять зубец с самого низа, закрепляю небольшой отрезок проволоки к краю зубца, нанизываю бисер, акриловый цветок контрастный по цвету и снова бисер. Вывожу через противоположный край проволоку и нанизываю стеклярус в равном количестве на две проволоки. Перекрещиваю их и обматываю зубец с двух сторон. На одну из проволок нанизываю последние элементы: стеклярус, граненку и стеклярус. Помогаю себе, как всегда, своими любимыми инструментами, круглогубцами и бокорезами. Ну вот, все зубцы я заполнила материалами, и корона моя уже готова. Теперь нам осталось ее закрепить на ободок. Я беру небольшой отрезок проволоки, делю зрительно корону наполовину, провожу проволоку вовнутрь и ее короткий конец несколько раз обматываю вокруг ободка. На длинный конец нанизываю 4 хорошо известных нам матовые бусины, вывожу проволоку снаружи и приматываю к основе. Тут, кстати, вы должны уже точно определиться, как будет сидеть ваша корона, какой вы хотите результат. Я решила закрепить ее слегка на бок. Теперь, как показано на видео, возвращаюсь назад, по диагонали провожу проволоку за каждой бусиной, вывожу под ободком и каждый раз туго затягиваю, чтобы наша корона не двигалась. В конце я снова несколько раз приматываю корону к ободку, провожу проволоку в две крупные бусины и срезаю лишнее. Украшение получилось блестящим и эффектным для праздника, фотосессии, утренника для дочурки и других мероприятий. Для сравнения я сделала еще такую же корону на новогодние праздники в белом цвете. Даже не знаю, какая из них больше мне нравится, тут мне, наверное, было бы интереснее услышать ваше мнение. Так что не стесняйтесь, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и до новых видео!